Недавно в Москве произошел инцидент с участием таксиста-мигранта, оказавшийся весьма тревожным и заслуживающим внимания. Водитель напал на пассажирку, попросившую его не смотреть видео за рулем. Итогом стала высадка пассажирки посреди оживленной трассы. Позже выяснилось, что таксист является чемпионом Москвы по борьбе, а женщина далеко не первая его жертва. Другой удивительный случай – в Москве таксист-мусульманин отказался везти пассажира-иудея по тарифу «Комфорт Плюс». И все из-за религиозных убеждений. Обо всем этом и расскажем в нашем выпуске. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Событие имело место на скоростной северо-восточной хорде в Москве 26 августа. Герой этой истории, Дарья, художник по костюмам в театре и кино, направлялась в Люберцы на такси Uber, принадлежащем Яндекс.Такси. Она обратила внимание, что водитель смотрит видео на телефоне через наушники. Учитывая, что ранее она уже дважды попадала в аварии на такси, Дарья попросила водителя перестать смотреть видео и сосредоточиться на дороге. За рулем находился 24-летний Фаридун Мадалиев, которому замечание явно не понравилось. По словам Дарьи, мужчина стал кричать на нее и обвинять в грубости, заявив, что она не имеет права делать ему замечания. Я ему объяснила, что в мае 2 раза попадала в аварии на такси, до сих пор лечу последствия. Он сказал: «Рад за вас», называл меня нацисткой и фашисткой, с чего не знаю, я ни полслова не сказала про его национальность. Потом начал угрожать. Я сидела сзади, он пытался до меня дотянуться, и это все на скоростной магистрали, рассказала женщина журналистам. Затем Фаридун начал притормаживать прямо посреди дороги. Испугавшись за свою безопасность, Дарья выбежала из машины. Таксист побежал следом за ней, но вскоре передумал и вернулся обратно в машину, после чего уехал, оставив Дарью одну посреди оживленной трассы. Дарья попыталась обратиться в службу поддержки Uber. Однако ей ответили, что поскольку аварии нет, проблема их не касается. Возвращать деньги или прислать новую машину отказались. Из-за последствий тяжелого перелома ноги Дарья не могла перебежать 8 полос, идти вдоль трассы или карабкаться на железнодорожную насыпь. Женщина вызвала полицию и рассказала правоохранителям о случившемся. Однако быстрой помощи она не получила. Полицейские сочли ситуацию неэкстренной и прибыли лишь через час после 3-го обращения. Дарья написала заявление в полицию в связи с инцидентом с таксистом. Кроме того, по сведениям журналистов, Фаридун уже ранее попадал в скандальные ситуации. В 2020 году один из пассажиров обвинил таксиста в избиении. Пострадавший Даниил утверждал, что водитель отвез его на парковку на МКАД, где вымогал деньги и избивал, утверждая при этом, будто Даниил сам его ударил. По словам Даниила, таксисту помогал оперативно приехавший на место коллега. Даниил публиковал в социальных сетях последствия избиения, многочисленные синяки и ссадины. Молодой человек заявил, что тогда в полиции Мадалиев обвинил его самого в провокациях и драке. Однако эти 2 случая агрессии оказались не единственными в послужном списке московского таксиста. В феврале 2021 года гражданин Киргизии по имени Чубак вызвал полицию и сообщил, что водитель Яндекс.Такси Мадалиев избил его и высадил из машины. При этом пассажир вскоре обнаружил пропажу денежных средств в размере 23 тысячи рублей. Прибывшие на место правоохранители застали пассажира с его другом и водителя с неким Раджабом. Все участники конфликта были доставлены в отделение полиции. Пока неизвестно, как завершились разбирательства по делам 2000 и 2021 годов, но после недавнего случая с Дарьей полиция начала проверку. В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили, что заявление женщины было принято к производству в отделении полиции по району Вишняки. Сам 25-летний Мадалиев – уроженец Таджикистана, получивший российский паспорт в 2018 году. В социальных сетях он называет себя чемпионом Москвы в любительской лиге UFL по грэпплингу. Мужчина публикует множество фотографий из октагона и соревнований в своих аккаунтах. На одном из снимков он запечатлен с медалью. При этом свои аккаунты Фаридун ведет под другим именем, утверждая в описании профиля, что является чемпионом Москвы по грэпплингу одного из любительских промоушенов и кандидатом в мастера спорта по вольной борьбе. Бессистемная миграционная политика, при которой иностранцы ощущают себя безнаказанными и начинают навязывать свои правила в чужой стране, привела к интересному и поучительному инциденту, произошедшему в Москве. Раввин Михаил Ставропольский заказал такси с повышенным комфортом, но был удивлен, когда ему отказали в посадке. На вызов приехал водитель из Узбекистана, который оказался не только ревностным сторонником справедливости, но и активным приверженцем дела свободы Палестины.
Увидев, что его пассажир, иудей, мусульманин из Узбекистана, продемонстрировал нетерпимость, привитую ему с детства. Раввин попытался сесть в машину, но двери оказались заблокированы. Когда Ставропольский подтвердил свою религиозную принадлежность, водитель категорически отказался его везти. Он спросил: «Ты еврей? Я не повезу». «Со мной такое впервые», рассказывает Михаил Ставропольский, раввин молодежной организации «Ехат». Таксист гордо заявил, что никакой претензии к евреям не имеет, мол, он не шовинист, но вот иудаизм – это уже проблема. Иудей, полагая, что сможет убедить водителя изменить решение, попытался выяснить причину отказа. Водитель объяснил это своей миссией поддержки палестинских детей. Раввину этот аргумент показался непонятным, ведь у него дома работает няня из Узбекистана, сын которой совершает намаз, и они уже много лет живут и трудятся в еврейской семье. Однако эти доводы не оказали никакого влияния на водителя. Раввину ничего не оставалось, кроме как попрощаться с таксистом, оставив его с его убеждениями «Аллах тебе судья». Спорить с человеком, решившим отстаивать свою версию справедливости, было бесполезно. Но, похоже, Михаил Ставропольский не сделал из этого случая важный вывод: не имеет значения, что сегодня няня, которую он нанял, дружелюбно здоровается и заботится о его детях. Гораздо важнее, насколько глубоки ее религиозные убеждения. Ведь может случиться так, что завтра она возьмет нож и, подобно Дючехре Бабакуловой, которая несколько лет назад стала практически членом семьи Мещеряковых, но затем обернулась палачом для их ребенка, направит его против своей враждебной семьи. Тогда силовики задержали женщину, выкрикивавшую «Аллах Акбар» и демонстрировавшей то, что она совершила, неподалеку от станции метро. Впоследствии в суде выяснилось, что ее старший сын, глубоко религиозный, оказался вовлеченным в радикальное течение ислама, а сама она планировала уехать в Сирию, чтобы жить по законам шариата, нося паранджу. Женщина, чье преступление разрушило жизнь одной семьи, была отправлена на принудительное лечение от шизофрении. Схожая нервозность, вероятно, овладела теми защитниками близких по вере из Махачкалы, которые отправились в аэропорт встречать самолеты из Израиля и, охваченные ненавистью, искали евреев даже в турбине двигателя. Однако рассчитывать на безнаказанность таксисту не следует. Раввин уже добился рассмотрения своей жалобы, и руководство таксопарка пообещало принять соответствующие меры. Более того, иудей имеет полное право подать в суд на мигранта за нарушение равенства прав и свобод гражданина, предусмотренного статьей в Уголовном кодексе России, грозящее наказанием вплоть до 5 лет лишения свободы. Правда, можно ограничиться и штрафом, все зависит от решения судьи. Эксцессы с мигрантами, работающими водителями, происходят регулярно. Люди в социальных сетях активно комментируют эти ситуации. Многие возмущены тем, что в Москве мигрантам до сих пор разрешается работать в такси, в то время как во многих регионах это запрещено. Если видите, что Фаридун, да еще Мандалиев, зачем к нему садитесь? Задается вопросом Сергей, комментируя поведение таксиста-мигранта, напавшего на женщину. Уже нападал на пассажиров, вымогал деньги и продолжает работать в такси, замечательно. Возмущается Алена. Конфликтов, полагаю, масса и ежедневно происходит, но не обо всех известно. И конфликты неизбежно будут нарастать и среди взрослых, и среди детей, считает Слава. А что насчет всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Всем добра, всем пока!